Привет, братишки, сестренки и небинарчики, я Овсян, я косплеер, я занимаюсь этим больше 10 лет, и мне есть что рассказать. Сегодня мы с вами поговорим на такую довольно деликатную, но многих волнующую тему. Поскольку косплей – хобби довольно затратное и требующее регулярных вложений, вероятнее всего, многие начинающие, да и уже профессиональные косплееры задумываются о том, как сделать так, чтобы костюмы себя окупали, а может быть что-то еще заработать поверх. Я расскажу вам об известных мне способах заработка, начиная от самых простых и не требующих большой аудитории, заканчивая более сложными, ну и, пожалуй, более прибыльными. Также поделюсь тем, как я сам на этом зарабатывал и зарабатываю до сих пор. Вариант первый. Заработок на своих скиллах. Обычно косплеер либо тратит очень много денег и времени на костюм. Уважаемые богачи, если вы тут есть, во-первых, зачем вы смотрите это видео? Во-вторых, позвоните мне. Либо приобретает довольно большое количество полезных скиллов, таких как фотография, ретушь, пошив, крафт, 3D-моделирование. Либо, может быть, вы умели это и до занятия косплеем. И все эти скиллы могут быть полезны не только вам. На данные услуги немалый спрос в косплей-среде. Сейчас я не живу в России и, честно, точно не могу сказать, сколько стоит. Однако на моей памяти было примерно вот так. Вариант второй. Продажа мерча. Под мерчом у косплееров обычно понимается различная печатная продукция, такие как принты, календари, фотобуки. Разумеется, для этого требуется определенная медийность и аудитория, которая будет хотеть покупать ваш мерч. Продавать их можно онлайн, через социальные сети, либо на маркетах или фестивалях. Если вам интересно поподробнее узнать про фестивали, пишите в комментариях, пожалуйста. У меня как раз в скором времени планируется поездка на довольно большой фестиваль, и я бы мог снять оттуда влог, если вам интересно. Но только если вам интересно. Вариант 3. Официальные коллаборации, реклама в соцсетях или работа на стендах и мероприятиях. Я объединил эти варианты в один, потому что если вы именно косплеер, а не блогер, работающий в агентстве, то, скорее всего, для вас это не варианты вовсе. Почему? Сейчас объясню. К музыкальным блогерам приходят рекламировать музыкальные инструменты, к бьюти-блогерам – косметику, к техноблогерам – электронику. С чем приходят к косплеерам? Костюмы или парики? Не думаю. Их делают в Китае, у них свой рынок, свои косплееры, им просто не нужно обращаться к иностранцам. Линзы? Ну да, пишут на почту периодически линзы с просьбой сделать несколько постов в Инстаграме за то, что они пришлют несколько пар линз. Бесплатные линзы, с одной стороны, прикольно, но с другой стороны, а нафига? А как же игры, спросите вы? А вот тут все немного сложнее. Обычно проблема в цене и сроках. Когда мне приходили заказы на подобные коллабы, то предложение звучало примерно таким образом. Ну вот у нас тут игра выходит через неделю, нам нужен косплей готовый на персонажа, вот там такой красивенький в доспехах, с париком крутым, вот нам надо. И бюджет у нас $100. И ты такой сидишь, ребят, ну ребят. Я думаю, любой косплеер отлично понимает, что это абсурд, что невозможно сделать сложный косплей за неделю еще и с таким бюджетом, которого не хватит даже на ботинки. Однако корпорации и рекламные агентства этого не понимают, и я не могу их за это винить, потому что, по идее, с таким бюджетом они могут пойти к любому стримеру, заказать у него рекламу и получить даже больше выхлоп, чем от красивых фоточек у косплеера в Инстаграме. Рекламодателям просто невыгодно обращаться к косплеерам зачастую. И это жизнь. Нам приходится исходить из вот этих факторов. К тому же, если игра популярная, зачем заказывать у косплеера рекламу, если он и так сделает костюм еще и бесплатно? У меня было пара моментов, когда я делал костюмы для коллабораций, однако это скорее исключение, чем правило, и для заработка на постоянной основе это явно не подходит. Четвертый способ. Patreon, Fansly, Boosty и другие платформы, подразумевающие доступ к эксклюзивному контенту для ваших платных подписчиков. Для многих этот вариант кажется самым простым и прикольным, но поверьте мне, это не так. Да, легко начать и продержаться, возможно, 2-3 месяца, но потом начинаются сложности. Так как в ведении подобных платформ очень важна регулярность, тебе нужно выдавать определенное количество контента каждый месяц. И неважно, болеешь ты, мастера просрали сроки по твоим костюмам, умираешь или еще что-то происходит, это абсолютно неважно. Ты должен, это твоя работа.
Так, меня сейчас понесет, потому что я в этой теме давно, я в этом шарю. Поэтому, если вам интересно поподробнее об этом узнать, оставляйте комментарии, сделаю новое видео. Вероятно, есть еще какие-то способы, которых я не знаю, либо я забыл, потому что у меня дырявая память. Какие же из этих способов юзаю я? Да, в общем-то, все. Когда я только начинал заниматься косплеем, денег у меня было минус ноль, а красивых фоточек очень хотелось. И я начал учиться фотографировать, обрабатывать. Сначала делал фотки своим друзьям, ну и себе, собственно. Потом начал брать заказы, по бартеру тоже много работал. Но денег мне едва хватало даже на съем квартиры, потому что тогда цены на съемки были сильно ниже, и косплееров было поменьше. Поэтому я заюзал свой приобретенный в косплее скилл рисования по ткани и сделал свой небольшой магазинчик с футболками, разрисованными от руки. Поскольку у меня уже тогда была небольшая, относительная популярность, то это приносило мне какой-то дополнительный доход. Потом я помогал своей бести с магазином париков на Etsy. Мы сначала не думали, что из этого вообще что-то получится, но на удивление пошло неплохо. Потом мы с этой же бести, я думаю, что все уже поняли, о ком я говорю, начали делать съемки на Patreon. Тоже на многое не рассчитывая, однако, заработав свои первые $200 и окупив костюм и съемку, мы такие: вау, а чё так можно? Мы обрадовались и решили дальше развиваться в этом направлении. Первые полгода или может даже год мы работали в ноль, просто вкладывая все заработанные средства в новые костюмы, в съемки, какое-то необходимое оборудование. А сейчас у нас большая команда, и мы работаем все вместе над вот таким нашим проектом. Горжусь нами, это круто. Помимо этого у меня есть и свой Patreon, который я веду, но не регулярно, с контентом, который лучше не показывать здесь и не говорить о нем, его нет, забудьте. Также я делаю свой всякий прикольненький мерч, продаю его на фестивалях и онлайн тоже. Но в целом мне просто нравится пробовать всякие новые штуки. Может быть, я еще что-нибудь придумаю, на чем заработать. Друзья меня дразнят тем, что я бизнесмен, и все время думаю, а как бы на этом заработать? Но такой уж я, извините. Когда ты большую часть жизни провел в том, что у тебя нет денег ни хрена, то ты всегда ищешь планы отступления. Поэтому каждый свой скилл, который я приобретаю, я такой, если я стану бомжом, то, может быть, это мне пригодится. Несмотря на то, что идея связывания хобби и работы выглядит очень привлекательно, вы знаете эту поговорку: найди себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Все работает совсем не так. Если вы находите себе работу по душе, вы работаете каждую секунду своей жизни. И, вероятно, вам это даже нравится. Музыкальное оборудование. А как? А как это? Возможно...